Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я подготовила вот такие вот чудесные носочки. Смотрится очень красиво, а вяжется совсем легко. Узор для носков я выбрала обычные жгуты. Вот таким вот образом смотрятся наши носочки на ноге. Пяточка вывязана, сделано убавление петель на пальчике. Смотрится очень красиво. Данные носки я вязала из пряжи Alize Lana Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами номер 3 миллиметра. Я свои носочки вязала на размер ноги 38-40. Но вы не пугайтесь, если у вас размер ножки маленький. Можете по данному видео связать такие вот носки на любой размер ножки. Носки у нас абсолютно бесшовные. Швов нигде никаких нет. На резиночку я набирала 24 петли, но если вы вяжете на размер ножки поменьше, чем вяжу я, можете набрать на 2 петли меньше. И как раз вот эти вот 2 петли вы можете именно убавить в изнаночных дорожках. Либо можно связать образец данным узором, измерить плотность вашего вязания, затем мы измеряем обхват нашей ноги, где у нас располагаются косточки в самом широком месте. Вот таким вот образом. И обхват нашей ножки умножаем на плотность нашего вязания. Затем данное число мы должны разделить на 2 части, так как мы сначала вяжем одну часть носочка переднюю и заканчиваем подошвой. Поэтому мы должны набирать только половину наших петель. Получается, я вывязала небольшую резиночку, примерно 3-3,5 сантиметра. Затем вот это вот расстояние, получается, от резинки до начала нашей пятки. Это наш манжет носочка. И данное расстояние вы можете регулировать, как вам больше нравится. Если вы хотите связать ваши носочки повыше, тогда именно вот это вот расстояние до того, когда вы начнете вязать сам мысок носка, вяжите подлиннее, нежели чем у меня, и тогда носочки у вас получатся выше. Если вдруг вы захотите связать ваши носочки пониже, тогда именно манжет до мыска вы вяжете меньше рядов, чем у меня. И тогда ваши носочки получатся короче. Получается, с манжетом мы разобрались. Далее начинаем вывязывать мысок. И именно вот этот вот мысок, получается, от манжета в длину мы вяжем на такое расстояние, чтобы он у нас закрывал полностью мизинец нашей ноги. И далее платочными дорожками делаем убавление петель на пальчике. Вот это вот расстояние, когда мы делаем убавление петель, как раз таки закроют остальные ваши пальчики. Вяжем стопу и пяточку вывязываем таким же образом, как мы делали убавление петель на пальчике. Далее я вывязала манжет, такой же, как я вывязывала по передней части. И закончила вязать наш носочек резиночкой. Раппорт данного узора у меня в высоту 8 рядов, а в ширину у меня здесь получается 24 петли. Жгут сам состоит из 4 петель. В начале я оставляла 2 изнаночные петли, по центру по 3 изнаночные петли между жгутами и в самом конце 2 изнаночные петли. Если вдруг вам нужно будет именно убавить петли, убавляйте их именно в изнаночной глади между жгутами. Сами жгуты не трогаем. Носочки получаются очень красивые, эффектные, а свяжутся очень быстро. Расход пряжи на данные носочки примерно составляют 80 грамм. Если вам понравилась данная модель, предлагаю связать ее вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. Изначально я набираю 24 петли. Набираю обычным способом с помощью длинного хвоста. Первый ряд у нас будет идти по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжу мою резинку. 2 лицевые петли, 1 изнаночная, 2 лицевые,
1 изнаночная, далее 3 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, далее 2 лицевые и последняя петля кромочная на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей. Переворачиваю наше вязание на лицевую сторону, и второй ряд по лицевой стороне мы провязываем все петли по рисунку. Первая кромочная петля снимается, не провязывая, и далее я вяжу 2 изнаночные петли, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные и кромочная. Вот таким вот образом выглядит наше вязание с лицевой стороны. Край вы видите, аккуратной косичкой идет. С изнаночной стороны край у нас узелковый. 2 ряда мы с вами провязали вместе, далее еще 7 рядов я провяжу самостоятельно. Как у нас петли располагаются, так мы и будем вязать всю нашу часть резинки. Встретимся, когда я провяжу самостоятельно еще 7 рядов. Я провязала 7 рядов. В итоге у меня сейчас провязано 9 рядов. Если померить в сантиметрах, буквально моя резиночка занимает 3,5 сантиметра. Если посмотреть на готовом носочке, мы с вами вывязали вот эту вот часть резиночки. И далее будем вывязывать жгуты по мыску. Изначально мы с вами свяжем вот это вот расстояние до нашей пяточки. Это расстояние будет наш манжет. И далее все остальное полотно это относится к нашему мыску. Поэтому мы сейчас отметим маркером боковые петли, где мы закончили вывязывать нашу резинку. Не вот эту вот петельку отмечаем, а следующую. С одной стороны. И таким же образом со второй стороны. Отмечаем не вот эту вот петлю, которая находится на спице, а следующую. Первый ряд нашего узора. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжем 2 изнаночные петли. Далее 4 лицевые. Провязываем все петли за правую стеночку петли. Далее 3 изнаночные. 4 лицевые. 3 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные и кромочная последняя петля. Мы с вами распределили петли для дальнейшего нашего узора. Там, где мы провязывали по 4 лицевые петли, мы будем в этих местах перекрещивать жгуты. Изнаночные петли, которые мы с вами провязывали, получается, во всех лицевых рядах мы будем их провязывать изнаночными, во всех изнаночных рядах мы будем провязывать их лицевыми. И у нас получится дорожки из изнаночных петель. Второй ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываем все петли по рисунку. 2 лицевые петли, 4 изнаночные, 3 лицевые петли, 4 изнаночные, 3 лицевые петли, 4 изнаночные, 2 лицевые и последняя кромочная петля. Далее 4 ряда мы провяжем самостоятельно. Провязываем все петли по рисунку, как они у нас располагаются, так мы и вяжем. Получается, 2 ряда мы с вами вместе провязали, 4 ряда мы провяжем самостоятельно. Встретимся в начале 7-го ряда и будем делать перекрещивание в жгутах. Я самостоятельно провязала 4 ряда.
У нас получается уже раппорт нашего узора после резинки провязан 6 рядов. Приступаем к началу 7-го ряда. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, далее вяжем 2 изнаночные петли. Сейчас можно взять дополнительную спицу и 2 петли снимаем не провязывая на дополнительную спицу и оставляем эти петли перед работой. Далее 2 следующие петли я провязываю лицевыми. Теперь петли в вспомогательной спице также мы должны провязать лицевыми. У нас получилось с вами вот такое вот перекрещивание в жгуте. Далее провязываем 3 изнаночные петли. И давайте я вам следующее перекрещивание покажу, как можно сделать без дополнительной спицы. Я сейчас на правую спицу переснимаю, не провязывая, все 4 лицевые петли. Левой спицы подхватываю первую и вторую только петлю. Все 4 петли с правой спицы я снимаю, петли придерживая. Далее вот эти вот петли, которые у нас остались, 3-я и 4-я, я переношу на правую спицу вот таким вот образом. И теперь обратно вот эти вот петли с правой спицы я перенесу на левую спицу. Мы вот таким вот образом поменяли петли местами. И сейчас вот эти вот все лицевые 4 петли я провяжу лицевыми. Получается 1-я, 2-я, 3-я и 4-я. У нас с вами получилось такое же перекрещивание, как мы делали в начале с дополнительной спицей. Далее провязываю 3 изнаночные петли. Теперь 2 петли я сниму не провязывая на дополнительную спицу. Следующие 2 петли я провяжу лицевыми. Теперь с дополнительной спицей я также провяжу петли лицевыми. У нас на левой спице осталось 3 петли, получается 2 изнаночные и кромочная провязывается изнаночной петлей. Мы с вами провязали 7-й ряд и сделали перекрещивание в наших жгутах. У нас с вами получается 3 жгута. 8-й ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. И далее вяжем все петли по рисунку. 2 лицевые петли, 4 изнаночные, 3 лицевые петли, 4 изнаночные, 3 лицевые петли, 4 изнаночные, 2 лицевые и кромочная последняя петля. Мы с вами провязали один раппорт нашего узора жгутов, состоящий из 8 рядов. Далее я самостоятельно провяжу еще таких вот 2 раппорта, повторяя с 1 по 8 ряд. Получается, у нас далее с 1 по 6 ряд будут провязываться все петли по рисунку. Далее в 7-м ряду мы с вами будем делать перекрещивание в жгуте. Я провязала 2 раппорта самостоятельно. Сейчас у меня здесь провязано в данном полотне 3 раппорта. Далее я провяжу 1 и 2 ряд уже 4-го раппорта также самостоятельно. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее все петли я провязываю по рисунку. Как они у нас располагаются, так мы вяжем. Получается, самостоятельно еще провяжем 1 и 2 ряд раппорта нашего узора. Встретимся в начале 3-го ряда. Я провязала 2 ряда 4-го раппорта. И вот эта вот высота нашего полотна будет составлять наш манжет носочка. Если вы захотите, чтобы ваши носочки были длиннее, нежели чем у меня, тогда вяжите вот это вот полотно, которое я только что провязала, больше на столько сантиметров, сколько вам хочется. Далее я буду именно этим же узором продолжать вывязывать, но это уже будет часть относиться к мыску.
Поэтому в этом месте вы можете отрегулировать высоту ваших носочков. Если померить в сантиметрах, моя заготовка на данный момент составляет 12 сантиметров. Далее я возьму такие же маркеры, как мы с вами отмечали резинку. И с двух сторон давайте отметим таким же образом, где у нас заканчивается манжет и начинается мысок носочка. Получается, отмечаем маркерами не вот эту вот петлю, которая находится на спице, а следующую под ней. И таким же образом со второй стороны. Далее буду продолжать вязать наши жгуты. Раппорт узора состоит, как мы помним, из 8 рядов. 2 ряда мы с вами провязали 4-го раппорта. Далее заканчиваем 4-й раппорт. Получается, нам нужно еще провязать 6 рядов. И так далее вяжем нашу заготовочку для носка. Если посмотреть на моем готовом носочке, получается, мы с вами провязали 1 раппорт, 2, 3 и 2 ряда 4-го раппорта. Это расстояние у нас относится к манжету нашего носочка. Далее, получается, я буду заканчивать 4-й раппорт, 5, 6, 7, 8. И далее вот у меня 4 ряда 9-го раппорта. Вот это вот все расстояние у нас относится к мыску. Но вот эту вот длину нашего мысочка каждый вяжет под себя индивидуально. Смотрите, я буду вязать мой мысочек, пока он не закроет весь мизинец моей ноги. Именно начиная вот с этого места, где мы сейчас закончили вывязывать манжет, и продолжая далее. Вот это вот расстояние, которое мы уже с вами только что вывязали, то есть 3 раппорта в моем случае и 2 ряда 4-го раппорта, вы обязательно запомните, потому что когда мы будем с вами вывязывать после пяточки также заднюю часть манжета, мы повторим вот эту вот часть манжета только в обратном направлении. Встретимся, когда ваша заготовка мыска будет полностью закрывать мизинец вашей ноги. Далее будем делать убавление петель на пальчике. Я вывязала всю мою заготовочку до того момента, пока она у меня не закрыла полностью мизинец моей ноги. То есть у меня здесь провязано. Если взять вместе с манжетом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раппортов полных и 4 ряда 9-го раппорта. Если померить в сантиметрах, данная заготовка у меня получилась 27 сантиметров. Если посмотреть на манекене ножки, то наша заготовочка должна выглядеть вот таким вот образом. То есть от последних маркеров далее наша заготовочка должна закрывать мизинец полностью нашей ноги. Остальные ваши пальчики закроют то расстояние полотна, когда мы сейчас будем убавлять петли именно для пальчиков. Получается, у меня сейчас на спице располагается 24 петли. Я должна данные 24 петли разделить на 3 равные части. В моем случае это получается 3 части по 8 петель. Если вдруг ваше количество петель не делится на 3 равные части, здесь главное условие, чтобы боковые части были равные. Серединка может отличаться плюс-минус 1 петля. И сейчас мы с вами будем убавлять петли до того момента, пока у нас на спице не останется только центральная часть петель. Это получается до 8 петель убавлять будем петли. И перед тем, как мы сейчас с вами начнем убавлять петли, мы также отметим маркерами с двух сторон, где у нас начинается убавление петель. Получается, также отмечаем петлю не которая на спице, а следующая с одной и со второй стороны. Первый ряд убавления петель. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и далее вяжем все петли лицевые, только провязываем обязательно за правую стеночку петли, чтобы у нас петли не получились перекрученные. Провязываем таким образом, пока у нас на левой спице не останется 3 петли.
У меня на левой спице остается 3 петли. Первую и вторую петлю я буду провязывать в каждом ряду одной лицевой за правые стеночки петли. И последняя петля кромочная провязывается изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и приступаем ко второму изнаночному ряду. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее обратно вяжем все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петли. У меня на левой спице остается 3 петли. Я первую и вторую петлю буду провязывать одной лицевой и последняя кромочная. Таким образом у нас с вами будет убавляться по одной петле в каждом ряду. Давайте еще 2 ряда мы с вами повторим. Далее будете убавлять петли самостоятельно. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. У меня на левой спице остается 3 петли. Первую и вторую петлю я постоянно буду провязывать одной лицевой за правые стеночки петли. И последняя кромочная провязывается изнаночной петлей. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее обратно провязываем все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петли. У меня на левой спице остается 3 петли. Я первую и вторую петлю провязываю одной лицевой петлей за правые стеночки петли. Последняя петля изнаночной провязывается. Таким образом у нас с вами будут образовываться платочные дорожки. Далее провязываем самостоятельно, убавляя в каждом ряду по одной петле. Убавляем далее до тех пор, пока у вас не останется на спице центральная ваша часть петель. У меня должно на спице остаться 8 петель. Я убавила мои петли, пока у меня на спице не осталось 8 петель. Это моя центральная часть петель. У меня здесь получилось 8 платочных дорожек. Если померить в сантиметрах, примерно убавление петель у меня заняло 3,5 сантиметра. И сейчас мое полотно 31,5 сантиметров. Получается, мы с вами вывязали всю переднюю часть носочка. Но если вы вдруг ошибетесь с размером на данный момент, когда мы будем вывязывать подошву, можно это будет еще исправить. Далее мы будем добирать все петли, чтобы у меня на спице обратно получилось 24 петли. Добирать петли мы будем с двух сторон из кромочных петель. Первая кромочная петля будет провязываться лицевой. Именно тогда, когда мы будем добирать наши петли. И далее провязываем все петли лицевыми. Последняя петля также будет провязываться лицевой. Петли можно поднимать за одну дужку кромочной петли, можно за 2 дужки кромочной петли. Я буду поднимать дужку петли, которая располагается ближе к лицевой стороне, то есть лицевая дужка петли. Получается, у меня под спицей образовалась вот эта вот петелька, я ее не трогаю, поднимаю вот эту вот дужку петли, таким вот образом. И получается, провязываю ее изнаночной петлей. Я буду провязывать изнаночной скрещенной, чтобы у меня не образовывалось дырочек, за короткую стеночку петли. Переворачиваю наше вязание на изнаночную сторону. Первую петлю я постоянно буду провязывать лицевой до того момента, пока у нас не получится на спице 24 петли. Далее провязываю все петли лицевыми. Последняя петля также будет провязываться лицевой. И далее по краю я должна поднять дужку кромочной петли. Получается, под спицей вот эту вот сразу петельку я не трогаю. Я буду поднимать вот эту вот дужку петли, которая у меня располагается ближе к нашей лицевой стороне. То есть лицевая дужка петли. Получается, вот таким вот образом поднимаю дужку петли и сейчас провяжу изнаночной петлей. Мы с вами уже подняли 2 петли. Давайте еще раз с вами повторим. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой. И далее провязываю все петли лицевыми. И последнюю также.
Смотрите, под спицей у меня уже образовывается вот такая вот конструкция. Вот это вот наша протяжка. Далее у меня идет узелок и петля. Я эту всю конструкцию не трогаю, а должна сейчас буду поднять вот эту вот дужку петли. Поднимаю, получается, дужку петли, которая располагается ближе к лицевой стороне, и провязываю ее изнаночной петлей. Далее обратно первую кромочную петлю я провязываю лицевой, и далее провязываю все наши петли лицевыми. Теперь смотрю, какую петлю мне нужно далее поднять. У меня под спицей идет вот такая вот протяжка, далее узелок и петелька. Вот эту вот всю конструкцию я не трогаю, а поднимаю вот эту вот дужку петли, которая располагается ближе к лицевой стороне, и провязываю изнаночной петлей. Если вы вдруг не поняли, какую по краю именно надо дужку поднимать, смотрите, вот они у нас, дужки наши располагаются. Вторая, третья, четвертая, пятая и шестая до маркера. Получается, с этой стороны также первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Получается, первую кромочную петлю я провязываю лицевой, далее провязываю все петли наши лицевыми. И теперь смотрю, какую дужку мне надо поднять. Получается, протяжка, узелок и петелька. Ко мне нужно поднять, получается, вот эту вот дужку петли. Если мы сейчас с вами пересчитаем, она у нас должна быть шестой. Получается, смотрите, первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вот именно вот эту вот дужку петли мы с вами сейчас и будем поднимать. Поднимаем и провязываем изнаночной петлей. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, и далее провязываю все петли лицевыми, последнюю также лицевой. Теперь смотрим. Протяжка, узелок и петелька. Получается, мне нужно поднять вот эту вот дужку петли, которая ближе к лицевой стороне. Получается, если пересчитать, это у нас также по изнаночной стороне будет шестая петля. Считаем первая, вторая, третья, четвертая, пятая и вот именно вот это вот шестая. Получается, поднимаем и провязываем изнаночной петлей. Далее у нас осталось поднять по этому краю 5 петель. И также с этого края нам осталось поднять 5 петель. И получается, когда мы с вами поднимем все вот эти вот петли, у нас на спице получится 24 петли. Поднимаем далее самостоятельно. Получается, все петли постоянно будем провязывать лицевыми. Первую мы также будем провязывать лицевой. Ниточку, когда мы будем именно поднимать по краю петли, хорошенько подтягивайте, чтобы не образовывалось никаких дырочек. Мы с вами добрали все петли, и у меня сейчас на спице располагается 24 петли. И как раз мы с вами довязали до наших первых маркеров. Сейчас, получается, мы их снимаем, они нам больше не нужны. И далее будем провязывать подошву нашего носочка до следующих наших маркеров. Если посмотреть на нашем готовом носочке, вот эту вот часть мы с вами провязали. Далее подошву до пятки мы будем провязывать платочными дорожками. Получается, у меня сейчас на спице располагается 24 петли. Получается, в каждом ряду с каждого края у нас будет подниматься по одной петле. Но для того, чтобы петли у нас на спице не увеличивались, мы в самом конце постоянно будем провязывать 2 петли вместе одной лицевой. Таким образом, у нас одна петля будет убавляться, и далее по краю одна поднятая петля из кромочной будет прибавляться. Таким образом, мы будем провязывать все наши ряды, как лицевые, так и изнаночные. Приступаем к вывязыванию нашей подошвы. Первую кромочную петлю далее мы будем снимать, не провязывая. И теперь провязываем все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до конца нашего ряда.
У нас остается на спице 2 петли. Я эти 2 петли в каждом ряду буду провязывать одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. Далее поднимаю следующую петлю по краю нашего носочка. Дужку петли поднимаю та, которая располагается ближе к лицевой стороне, и провязываю изнаночной петлей, так же, как мы провязывали с вами ранее. Приступаем ко второму изнаночному ряду. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до конца ряда. У нас на левой спице остается 2 петли, я их провязываю одной лицевой за правые верхние стеночки. Далее поднимаю дужку петли, которая располагается ближе к лицевой стороне. Провязываю эту дужку одной изнаночной петлей. Давайте еще 2 ряда мы с вами вместе провяжем. Далее будете провязывать всю подошву, поднимая петли по краю нашего носочка самостоятельно. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до конца ряда. У нас на левой спице осталось 2 петли. Получается, в каждом ряду я эти 2 петли буду провязывать одной лицевой петлей, как в лицевом, так и в изнаночном. Далее смотрю, какую мне нужно дальше поднять петлю по краю носочка и поднимаю дужку петли, которая располагается ближе к лицевой стороне, и провязываю одной изнаночной петлей. Переворачиваю наше вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее буду вязать все петли лицевыми до того момента, пока у нас на спице не останется 2 петли. У нас на левой спице остается 2 петли, я их провязываю постоянно одной лицевой. Теперь смотрю, какую мне нужно поднять по краю кромочную дужку петли, и поднимаю ту дужку, которая располагается ближе к лицевой стороне, и теперь провязываю ее изнаночной. Далее будете провязывать подошву нашего носочка самостоятельно, поднимая петли по краю. Получается, в каждом ряду у нас будет подниматься по одной петле. И также по одной петле в каждом ряду у нас будет убавляться. Провязываем до тех пор, пока мы не дойдем до наших маркеров. Здесь у нас заканчивается подошва и начинается манжет нашего носочка. В этом месте мы будем с вами вывязывать пяточку. Я вывязала мою подошву до тех пор, пока я не дошла до маркеров. Маркеры я эти 2 сейчас сниму, они нам больше не нужны. Далее вы заготовочку носка мерите на свою ножку, и в немножко растянутом виде ваша заготовочка носочка должна доходить до щиколотки вашей ноги. И остается только вот вывязать пяточку. Если вдруг вам кажется, что вам этой подошвы на ваш размер ножки много, тогда можете распустить немножко вашу подошву, подрегулировать ее под себя, и тогда просто ваши носочки будут на вашей ноге немножко выше, чем вы планировали. Если вдруг вам кажется, что ваши подошвы маловато и вам хочется ее провязать еще пару рядов, тогда из подъема вы забираете данные пару рядов, и тогда ваши просто носочки немножко будут короче сидеть, чем вы планировали. Именно вот в этом месте регулируйте ваши носочки под свою ногу. И после того, как вы отрегулировали вот эту вот длину подошвы, мы с вами приступим к вывязыванию пяточки. Пятку я буду вывязывать таким же образом, как мы вывязывали с вами мысок. Изначально мы с вами убавим петли, затем эти же петли будем прибавлять. Получается, у меня сейчас на спице 24 петли. Я также делю эти петли на 3 части, как я делила это в мыске. Получается, у меня каждая часть по 8 петель. И сейчас я буду убавлять петли. В каждом ряду по одной петле я буду убавлять, пока у меня на спице не останется моя центральная часть петель. Это 8 петель. Получается, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжу все петли лицевые, не довязывая 3 петли до конца ряда.
У меня на спице остается 3 петли. Первую и вторую петлю я провяжу вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Последняя петля кромочная провязывается изнаночной. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону, и таким же образом мы вяжем второй изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее все петли я провяжу лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петли. У меня на спице остается 3 петли. Первую и вторую петлю я провяжу вместе одной лицевой за правые верхние стеночки. Последняя петля кромочная провязывается изнаночной. Давайте еще 2 ряда мы с вами таким образом провяжем. Далее будете убавлять петли самостоятельно. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. У меня на спице остается 3 петли. Первую и вторую петлю я провяжу вместе одной лицевой петлей. Последняя петля провязывается изнаночной. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю. И далее провязываю все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. У меня на левой спице остается 3 петли. Первую и вторую петлю я провяжу вместе одной лицевой петлей за правые верхние стеночки, последняя кромочная. Таким образом, далее провязываете самостоятельно до тех пор, пока в моем случае не останется 8 петель. Получается, мы в каждом ряду убавляем по одной петле. Встретимся, когда у меня получится на спице 8 петель. Я убавила петли, пока у меня не осталась на спице центральная часть петель, которая состоит из 8 петель. И сейчас, получается, мы с вами вывязали полностью всю подошву. Сейчас вы примеряете данную заготовочку на вашу ногу, и теперь ваша подошва полностью вывязана. Вот таким вот образом. И после того, как мы с вами убавили все петли, теперь эти же петли нам нужно с вами добрать обратно. Далее, пока у нас не получится на спице 24 петли, первую петлю кромочную мы постоянно будем провязывать лицевой, так же, как мы с вами делали это на пальчиках. Получается, первая кромочная петля провязывается лицевой, и далее провязываем все петли лицевыми. Последняя петля также будет провязываться постоянно лицевой. Теперь смотрим по краю. Получается, мы с этого края убавили 8 петель и с этого края убавили 8 петель. У нас, получается, должно здесь быть 8 кромочных петель. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Получается, поднимаем дужку петли, которая располагается ближе к лицевой стороне, и провязываем эту дужку петли изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону, первую кромочную петлю не забываем провязывать лицевой, и далее вяжем все петли лицевыми. Последняя петля также будет провязываться лицевой. И со второго края мы также убавляли 8 петель, поэтому должно получиться 8 кромочных петель. Поднимаем дужку петли, которая располагается ближе к лицевой стороне, и провязываем изнаночной петлей. Давайте еще раз с вами пару рядов провяжем. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, далее вяжу все петли лицевыми. И с вот этого края мы должны поднять дужку кромочной петли. Вот у нас под спицей располагается протяжка, узелок и петля. Вот эту всю конструкцию мы с вами пропускаем и поднимаем дужку петли, которая располагается ближе к лицевой стороне. Либо можно проверить, пересчитать. Она у нас, получается, должна быть по счету 7. Поднимаем дужку петли и провязываем ее изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую петлю я провяжу лицевой. И далее провязываем все петли лицевыми. Там, где мы из кромочных петель поднимаем дужки, хорошенько затягивайте нить. Далее смотрим по краю, какую петлю мы с вами должны сейчас поднять. Получается, идет у нас
протяжка, узелочек и петля. Вот эту вот петлю мы с вами должны поднять. Поднимаем дужку кромочной петли и провязываем ее изнаночной. Далее оставшиеся петли поднимаем самостоятельно. Получается, в каждом ряду первую петлю мы всегда провязываем лицевой, и в лицевом, и в изнаночном ряду. И все петли также мы провязываем лицевыми, также и в лицевом, и в изнаночном ряду. Встретимся, когда у нас на спице в моем случае будет 24 петли. Я добрала все недостающие петли, и у нас с вами получилась вот такая вывязанная пяточка. Таким же образом выглядит как наш мысочек. А далее, чтобы в этих стыках не образовывалось дырочек, мы с вами свяжем дополнительные 2 ряда. И как раз наша пяточка увеличится также на 2 ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее провязываю все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до конца ряда. У меня на левой спице остается 2 петли, я их провязываю одной лицевой. Таким образом мы с вами убавили 1 петлю, и сейчас из стыка поднимем 1 петлю. Поднимайте таким образом, чтобы у вас здесь не образовывалось дырочек. Я буду поднимать вот эту дужку, первую петлю, и сразу вторую дужку петли. И данные 2 дужки я провяжу одной изнаночной. Хорошенько затягивайте в стыке рабочую нить, вот таким вот образом. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону, первую кромочную петлю я снимаю, и далее провязываю все петли также лицевыми, не довязывая 2 петли до конца ряда. У нас на левой спице осталось 2 петли, я их провяжу одной лицевой за правые верхние стеночки петли. Таким образом мы с вами убавили 1 петлю. И теперь со стыка поднимем 2 дужки. Вот смотрите, первую я подниму дужку, и вот эту вот вторую. Вы можете поднять другие дужки петель. Главное, чтобы в стыке не было у вас никаких дырочек. И сейчас данные 2 дужки петель я провязываю одной изнаночной петлей. Нить рабочую хорошенечко затягиваем. Наша пяточка полностью готова. Далее будем вывязывать такой же узор жгутами, как мы вывязывали на мыске. Только будем вывязывать в обратном направлении. Смотрите, в мыске мы вязали сверху вниз, а сейчас мне нужно после пяточки связать жгуты снизу вверх, и поэтому я немножко их буду провязывать по-другому. Смотрите, у меня здесь провязано 3 полноценных раппорта, состоящих из 8 рядов, и 2 ряда 4-го раппорта. Сейчас мы провяжем именно вот эти вот 2 ряда, которыми мы заканчивали, и они относятся у меня к 4-му раппорту. И как раз мы с вами сейчас распределим наши петли для жгутов. Но сложность именно в том, что мы сейчас будем вывязывать и жгуты, и поднимать петли по краю нашего носочка. И не забываем убавлять 1 петлю в самом конце, чтобы у нас на спице сохранялось 24 петли. Распределять петли я буду таким же образом, как я распределяла петли для мыска. Получается, первая кромочная петля у меня снимается не провязанная. Далее я провязываю 2 изнаночные петли. Далее у меня и жгут идет из 4 лицевых петель. Между жгутом 3 изнаночные петли. Обратно жгут из 4 лицевых петель. Между жгутами 3 изнаночные петли. И третий жгут также 4 лицевые петли. В самом конце у нас осталось 3 петли. 1 изнаночная. Следующие 2 петли я провяжу вместе, убавляя 1 петлю. Провязываю 1 изнаночной. Подхватываю дужку следующей кромочной петли, которая располагается ближе к лицевой стороне, и провязываю эту петлю 1 изнаночной. Вот таким вот образом я распределила наши петли.
Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и провязываем второй ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее провязываем все петли по рисунку, не довязывая 2 петли до конца ряда. У меня получается 2 лицевые, 4 изнаночные, 3 лицевые, 4 изнаночные, 3 лицевые, 4 изнаночные, 1 лицевая, и когда в конце у нас остается 2 петли, в каждом изнаночном ряду я их буду провязывать 1 лицевой за нижние правые стеночки. И поднимаю дужку следующей кромочной петли, которая располагается ближе к лицевой стороне. И провязываю эту дужку петли во всех изнаночных рядах 1 изнаночной петлей. 2 ряда мы с вами провязали и распределили петли для жгутов. И нам в моем случае осталось провязать полноценных 3 раппорта, состоящих из 8 рядов. Но так как мы вяжем данные раппорты снизу вверх, поэтому делаем в первом ряду перекрещивание в жгуте, а все оставшиеся 7 рядов мы провязываем просто все петли по рисунку. Получается, первый ряд данного раппорта, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, далее вяжем 2 изнаночные петли. И далее идут 4 лицевые петли, это петли нашего жгута. Я снимаю 2 первые петли на вспомогательную спицу и оставляю их перед работой. 2 следующие петли я провязываю лицевыми. Петли на вспомогательной спице я также сейчас провяжу лицевыми. Мы с вами сделали таким образом перекрещивание в первом жгуте. Далее провязываю 3 изнаночные петли. И обратно у нас идет жгут из 4 петель. 2 первые петли я снимаю, не провязывая, на вспомогательную спицу и оставляю их перед работой. Следующие 2 лицевые петли я провязываю лицевыми. Теперь 2 петли со вспомогательной спицы я также провяжу лицевыми. Далее у нас идут 3 изнаночные петли между жгутами. И третий жгут у нас идет из 4 лицевых петель. Таким же образом перекрещиваем петли. В конце у меня осталось 3 петли. Я провязываю 1 изнаночная. Следующие 2 петли я провязываю вместе 1 изнаночной. И по краю со следующей кромочной петли поднимаю дужку петли, которая располагается ближе к лицевой стороне, и провязываю изнаночной петлей. Мы с вами провязали первый ряд раппорта нашего узора и перекрестили петли в жгутах. Переворачиваем вязание и приступаем ко второму ряду раппорта нашего узора. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу все петли по рисунку, не довязывая 2 петли до конца ряда. И когда у нас остается в изнаночном ряду на спице левой 2 лицевые петли, я их провязываю 1 лицевой за нижние правые стеночки. Мы с вами убавили 1 петлю. Теперь нам нужно из кромочной петли прибавить 1 петлю. Поднимаю дужку кромочной петли, которая располагается ближе к лицевой стороне, и провязываю изнаночной петлей. Таким образом, нам нужно сейчас с вами провязать оставшиеся 6 рядов данного раппорта самостоятельно. Получается, во всех лицевых рядах все петли мы провязываем по рисунку. Как они у нас располагаются, так мы и вяжем, не довязывая 2 петли до конца ряда. Когда у нас остается 2 петли на левой спице, я их провязываю в каждом лицевом ряду, эти 2 петли 1 изнаночной петлей. Далее поднимаем по краю дужку кромочной петли, которая располагается ближе к лицевой стороне,
И эту дужку петли мы провязываем в каждом лицевом ряду одной изнаночной петлей. Далее переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, далее провязываю все петли по рисунку, не довязывая 2 петли до конца ряда. И во всех изнаночных рядах данные 2 последние петли я буду провязывать одной лицевой петлей. Таким образом мы с вами одну петлю убавили, затем по краю мы поднимаем кромочную дужку петли, которая располагается ближе к лицевой стороне, и провязываем эту дужку петли одной изнаночной петлей. Встретимся, когда провяжем полностью весь раппорт нашего узора. Перекрещивания никакие не делаем. Мы сделали перекрещивание в первом ряду. Я провязала самостоятельно еще 6 рядов. Не забывайте пересчитывать, чтобы у вас оставалось количество петель, в моем случае 24. И также поднимаем петли по краям нашего носочка. Получается, я провязала 8 рядов. 2 ряда мы с вами вместе провязали, 6 рядов я провязала самостоятельно. Далее я буду еще провязывать 2 полноценных раппорта. Получается, в первом ряду я делаю перекрещивание петель, следующие 7 рядов я провязываю все петли по рисунку. Как они у нас располагаются, так я и вяжу. Не забываем в конце каждого ряда убавлять одну петлю и одну петлю поднимать по краю. Вы провязываете далее столько раппортов, сколько вы провязали в манжете до вашего мыска. Встретимся, когда я провяжу 2 раппорта нашего узора. Получается, мы с вами довяжем до наших маркеров, и нам останется вывязать только резиночку. Я вывязала 3 полноценных раппорта данного узора. Вот таким вот образом у меня на данный момент выглядит мой носочек. Получается, я довязала до маркеров. Маркеры я снимаю и будем довязывать наш носочек резиночкой. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываем 2 изнаночные петли, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные за правую стеночку петли, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные. И у нас на спице остается 1 петля. Я ее переснимаю на правую спицу, не провязывая. И теперь с края поднимаю из следующей кромочной петли дужку, которая располагается ближе к лицевой стороне. Вот эту вот петлю с правой спицы, не провязанную, переношу обратно на левую спицу. И данные 2 петли с левой спицы я буду в каждом лицевом ряду провязывать 1 изнаночной петлей. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываю петли по рисунку. 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. И у нас на спице осталась 1 петля. Я ее переношу на правую спицу, не провязывая. Из следующей кромочной петли по данному краю поднимаю дужку петли, которая располагается ближе к лицевой стороне. Петлю с правой спицы переношу на левую. И данные 2 петли в каждом изнаночном ряду я провязываю за верхние стеночки петли 1 лицевой петлей. Таким образом мы должны провязать с вами полностью до конца нашу резиночку. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, хорошо рабочую ниточку подтягиваем. Далее провязываем все петли по рисунку. Как они у нас располагаются, так мы и будем их вязать. До того, пока у меня на левой спице не останется в конце ряда 1 петля.
У меня на левой спице остается одна петля, я ее переношу, не провязывая, на правую спицу. Из следующей кромочной петли по данному краю поднимаю дужку петли, которая располагается ближе к лицевой стороне. Вот эту вот петлю с правой спицы переношу обратно на левую, и данные 2 петли в каждом лицевом ряду я буду провязывать одной изнаночной петлей. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываю все петли по рисунку, не довязывая одну петлю до конца ряда. У меня на левой спице остается одна петля, я ее переношу на правую спицу, не провязывая. По краю из следующей кромочной петли я поднимаю дужку петли, которая располагается ближе к лицевой стороне, на левую спицу. И теперь с правой спицы также переношу на левую спицу ту петлю, которую мы не провязывали. И данные 2 петли в каждом изнаночном ряду я провязываю одной лицевой петлей за верхние стеночки петли. Таким образом довязываем всю нашу резинку. Получается, в каждом лицевом ряду мы все петли провязываем по рисунку, не довязывая одну петлю в конце ряда. И получается, последняя петля и дужка поднятой кромочной петли у нас провязывается в каждом лицевом ряду одной изнаночной петлей. Во всех изнаночных рядах мы провязываем все петли по рисунку, не довязывая одну петлю до конца ряда. И получается, во всех изнаночных рядах последняя петля и дужка кромочной петли у нас провязывается одной лицевой петлей. Получается, далее самостоятельно провязывайте до тех пор, пока у нас не останется поднять одну петлю. Я сейчас самостоятельно провяжу 3 ряда, встретимся в 4-м изнаночном ряду. Я провязала 3 ряда самостоятельно данной резиночки. Вот таким вот образом она у нас выглядит. Получается, все петли по одному краю мы с вами подняли. Осталось поднять самую последнюю петлю по данному краю. У нас сейчас провязывается изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующую петлю я провязываю лицевой. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Таким образом мы с вами закрыли одну петлю. Далее обратно петля привязывается лицевой и закрывается. Далее обратно у нас идет изнаночная петля, но я все петли в этом ряду провязываю лицевыми. И закрываем. Лицевая и закрываем. Закрываем вот таким вот образом, пока у нас на спице не останется в самом конце 2 открытые петли. Край сильно не затягивайте, чтобы хорошо проходила в это отверстие ваша нога. У меня осталось открытые 2 петли. Петлю я, не провязывая, переношу на правую спицу. Подхватываю дужку последней петли, которая располагается ближе к лицевой стороне. Петлю не провязанную с правой спицы переношу на левую, и эти 2 петли я провязываю одной лицевой петлей. Теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. У нас с вами получилась одна открытая петля. Все петли, получается, мы закрыли. Далее рабочую нить я обрезаю, продеваю в данную петельку и затягиваю. Наши носочки готовы. Теперь по изнаночной стороне самостоятельно прячем данные 2 кончика. И вот такой вот красивый результат у нас с вами получился. Осталось постирать наши носочки. Вот смотрите, швы наши очень аккуратные, совершенно вот незаметные, как с одной, так и со второй стороны. Очень все красиво смотрится и аккуратно. Если вам понравилась данная модель вот таких вот интересных носочков, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.